Вообще без вопросов. Сейчас, одну секундочку. Сейчас. Так. История этой огромной срани, которая растянулась на долгие годы, началась в июле далекого 1998 года. На окраинах городка под названием Ракун-Сити произошла серия... О! О! Сейчас, мой дорогой. Сейчас мы исправим это досадное, блядь, недоразумение. Нам же надо весь лор знать, правильно? Сейчас, мои хорошие. Потому что я боюсь, что скоро меня стошнит, блядь, непроизвольными, просто массами меня начнет уже полоскать. Поехали. Так, заранее спасибо каналу, какому? Краткий Лоровед. Лайк, подписка есть. странных и довольно жутких убийств. У местных копов все никак не получалось найти опасного мокрушника, но они не сдавались. В конце концов, полисмены создали мега-элитное подразделение для решения этой проблемы. Группировка получила название Special Tactics and Rescue Service, или сокращенно... Прикольно, кстати, видос сделал. САСные челики поделились на две группы – Альфа и Браво. Пока первые чилили на базе и ждали информацию, вторые отправились патрулировать окрестные горы на вертолете. Судя по тому, что произошло дальше, в полиции кто-то изрядно экономил на технике, потому что двигатель вертушки совершенно внезапно взорвался. К счастью для отряда, бравый пилот сумел посадить технику на землю и никого при этом не угробить. Осмотревшись, группа обнаружила некий перевернутый грузовик с трупами людей. Выяснилось, что это были военные, которые перевозили заключенного по имени Билли Коэн. Он числился военным преступником, убившим... Тот, за кого мы играем, второй. Так. невинных людей, и его должны были казнить. Видимо, Билли и был тем мокрушником, которого искала полиция. Он замочил конвой, сбежал и вернулся к любимому делу. Только вот бравые ребята не заметили странную жижу, которая стекала с перевернутой машины. Но она на самом деле... По законам жанра... Она на самом деле в глаза особо не бросалась. Чтобы отыскать маньяка в огромном темном лесу, отряд решает разделиться. За 2 часа до этого... Мидас тут? Мидас, ты здесь, нет, сынок? Подскажи. Мидас, на... С какой части эта душка отлетает? Просто, чтоб я понимал. Вот эта вот духанина с бесконечными супер опиздохуительными квестами. С какой части? Во второй все уже, да? Все хорошо. Правильно? Не-не-не, со второй ребята писали. 2 ремейк, все, уже дышим, да? Уже стрельба нормальная, все хорошо, да? Все. Рус, то же самое. В слове только ошибку не допусти, сам знаешь в каком. То же самое. Превьюшечку, пожалуйста, на второй резик ремейк. Хорошо? Все, поехали. Сейчас мы второй будем проходить. Потому что, ну, это невозможно. Это... Ну, это, блядь, это единственное, что я ненавижу в играх, это головоломки. Это просто пиздец. Это меня триггерит. Это залупа, насколько это возможно. Я повторюсь, единственный жанр игр, который я терпеть не могу, никогда вы на моем канале его не увидите. Не значит, что он плохой или неплохой, просто значит то, что я ненавижу, блядь. Просто на генетическом уровне головоломки. Но я терпел как мог, правда. Вот, старая игра замечательная, прекрасная, на любителей. Я не люблю головоломки. Все. Поэтому просто сейчас мы послушаем сюжет. Первый, второй, нулевой и первой части. Со второй мы спокойно начнем играть. В тех же горах ехал набитый человеками пассажирский поезд. За составом, стоя на горе, наблюдал какой-то мужик в платье. Он начал вытворять странные халай-махалай, размахивая руками и что-то напевая. Поезд мигом облепили огромные зубастые пиявки, которые сперва проникли внутрь вагонов, разбив стекла, а затем уже и внутрь пассажиров. Именно этот поезд, который успел дать по тормозам и встать на рельсах спустя 2 часа. Слушай, чувак крутой, а почему я раньше его не видел обзоры?
Прикольный чувак. Немного под 500 и... находит Ребекка Чемберс. Дай-ка я ему напишу, прям даже не поленюсь. Молодец. Фельдшер группы Браво. Оказавшись внутри, девушка понимает, что, видимо, что-то случилось. Повсюду были трупы людей, некоторые из которых чудесным образом вставали и попытались сделать Ребекке кусь. Но сасная барышня была не на помойке делана и начала валить любую мертвечину, которая на нее бросалась, в том числе и отъехавшего сослуживца из группы Браво. Через некоторое время она встречает самого Билли Коэна, но арестовать такого изумительного и накачанного мужчину в майке не может. Тем не менее, парочка не доверяет друг другу, и Ребекка поднимается на второй этаж вагона ресторана, пытаясь обнаружить хоть кого-то, кто объяснил бы, что за ужас тут творится! Однако наверху девушка обнаружила лишь вышедшего из жизни деда, у которого сперва отвалилась голова, а затем его тело распалось на херову тучу жижных пиявок, которые тут же собрались в жижного клона и напали на Ребекку. Тут бы и произошел хентай, но, к сожалению, подоспел Билли, по-макспейновски расстреляв врага. Герои едва только успели разглядеть странного мужика в платье за окном, как вдруг стоявший все это время на месте поезд тронулся с места. Сладкая парочка решает выяснить, кто же рулит составом, но теперь-то им уж точно надо объединиться. Как оказалось, решение было верным, так как по пути к цели на Бекку и Билли нападает куча всякой срани. Огромные пиявки, зомбаки и даже гигантский мутировавший скорпион. Как оказалось, поезд запустили некие солдаты в масках. Они подчинялись мега крутому челу, сидевшему в солнцезащитных очках в темной комнате. Рядом с ним был еще один товарищ с пропуском в трусике под носом. Белый халат недоумевает, как некий Т-вирус смог выбраться на свободу, если поезд с пиявками находился уж очень далеко от каких-то двух лабораторий. В ответ на это мистер Крутой предлагает уничтожить состав со всеми уликами, но, увы, солдат на поезде гасит жижа, и связь с ними теряется. К тому времени герои уже дошли до локомотива и пытаются его тормознуть, чтобы не убиться, слетев с рельс. По ходу процесса Ребекка застрелила еще одного своего сослуживца, ставшего зомби. Браво, группа Браво. Хорошая новость, тормоза поезда удалось запустить. Плохая, это все произошло на полном ходу, из-за чего состав сошел с рельс и улетел в какой-то тоннель. Результат? Поезд сделал бум. Придя в себя, Билли с Ребеккой стали оттуда выбираться, пройдя через говняшку. На другом конце оказался люк в огромный особняк, на полу которого красовалась эмблема международной фармацевтической корпорации, а посреди холла висел огромный портрет первого генерального директора компании, доктора Джеймса Маркуса. Но вот прикол, это был как раз тот самый дед из поезда, у которого отвалилась голова. Пока Ребекка и Билли разглядывали портрет деда, за ними недоуменно следили очковник с усачом, пытаясь понять, кто это, блин, нахрен такие. Их занятие прервал мужик в платье, который хакнул все камеры и сознался в том, что весь трындец устроил именно он. Причем речь шла не только про поезд, но и про особняк, где певец тоже распространил Т-вирус. Напоследок мужик поведал о том, почему же он все это делает. Это была месть Umbrella за убийство доктора Маркуса аж 10 лет назад. Месть как корпорации, так и лично двум братам-акробатам, которые каким-то образом к этому были причастны. И пока одна пара пыталась понять, что за нахер тут творится, другая пара, в общем-то, тоже пыталась понять, что за нахер тут творится. Бля, вот это же за... В перерыве между беготней по лестницам и открыванием дверей Билли рассказал Ребекке, за что на самом деле его повязали. Коэн и правда был военным. Куда только жизнь его не закидывала и с помощью чего только не приходилось сражаться. Бывало так, что оружие с собой... Ты представляешь, сколько он скипнул геймплея? Представляешь, сколько там, блядь, беготни?
просто не было, и приходилось работать руками, делая всякое, чтобы выжить. Билли крафтил танки из металлолома и прикручивал к ним бензопилы, фигачил миниганы на ржавой катафалке и чего только еще не вытворял. Вы, в принципе, тоже можете пробудить в себе Билли и сорвать большой куш в новом обновлении онлайн-экшена Crossout. Дай волю своей фантазии и сам решай, каким образом аннигилировать. Построй свое ржавое, но смертоносное. Вот за Билли, вот даже начало, вот даже скипать не буду. Чуть-чуть, вот ладно, вот здесь тут. Ну, чуть-чуть. Молодец. Заданий их с коллегами забросили в Африку для успокоения местных партизан. Однако их цель была слишком далеко от точки высадки, и пока отряд добирался до места, некоторые коллеги бесповоротно скисли. А по прибытии к объекту еще и выяснилось, что их начальство конкретно так про ЕБ. Они получили 100% дезинфу, и никаких партизан там не было. Но чтобы по прибытии не выглядеть идиотами, командир отряда приказал оставшимся бойцам провести выбытие из жизни мирных жителей местной деревни. И вот за это неправославное действие Билли потом и досталось. Накачанный красавец и невинная барышня продолжали шариться по мрачному месту, моча всякую срань, которая пачками на них накидывалась. И это были не только зомби, но и огромные мутировавшие насекомые, озверевшие обезьяны и даже здоровенная летучая мышь. Плюс еще какая-то тварь везде натыкала различных головоломок и странных дверей, к которым нужны были особые Блять, крылья, ты представляешь, сколько там этих крыльев надо было? ключи. Шаг за шагом, постепенно продвигаясь вглубь загадочного особняка, герои начали понимать, что за говно тут происходит. Оказалось, что это был центр подготовки сотрудников Амбреллы, который уже 20 лет как был заброшен. Однако у дома было еще одно предназначение. Когда-то давно доктор Джеймс Маркус вместе со своим корешем Озвелом Спенсером синтезировали совершенно новый вирус под названием Прародитель. Тогда-то Спенсер и предложил основать корпорацию Амбрелла, на что Маркус хоть и согласился, но без особого энтузиазма. Спенсер стал президентом Амбреллы, а Джеймс ее генеральным директором. Последнего, правда, интересовал лишь его вирус, с которым он носился как с собственным ребенком. Эксперименты проводились в учебном центре, который открыл Спенсер, как раз в том самом, по которому лазили Ребекка с Билли. После различных исследований появилась перспектива создания нового штамма на основе прародителя, которого доктор Маркус назвал Т-вирусом. Усовершенствованная зараза появилась благодаря скрещиванию прародителя с ДНК пиявок. Это было по-настоящему лютое говно, вызывающее мгновенные жесткие мутации, и которое можно было легко превратить в биологическое оружие. Доктор Маркус втайне планировал довести до ума новый штамм, затем представить его совету директоров и отжать у Спенсера компанию, чтобы затем поставить Т-вирус на коммерческий поток. В то же время Спенсер пристально следил за экспериментами доктора, пытаясь выяснить, чем он занят, ну и по возможности захапать вирус себе. Маркусу было непросто скрывать свои исследования. К тому же, для успешного завершения экспериментов ему необходимо было перейти уже наконец от опытов на морских свинках к людям. В итоге он решил убить двух зайцев разом, хватать воришек Спенсера и ставить эксперименты на них. И единственные, кому Маркус мог доверять в такой ситуации, были его лучшие ученики Альберт Вескер и Уильям Биркин. Мистер Черные очки в помещении и пропуск в трусики. Директор лично отобрал их из всех потенциальных сотрудников Амбреллы. Оба были полной противоположностью друг друга, да еще и Заметьте, в 90-х годах уже была отсылка на вас. конкурентами. И Маркус поручил своему заму лишь усилить это противостояние. Но потом что-то произошло, и доктор пропал. Блять, я бы сгорел, пока я бегал все это. Я бы с ума сошел, я вам серьезно говорю. Блять, как хорошо, что мы просто смотрим короткий гайд. Короткий сюжет. Я бы чокнулся бы вот это все бегать. Я серьезно, я просто, выгорела бы у меня жопа. Пока Билли и Ребекка купались в говне и сражались против всякой херни, Вескер и Биркин таки опознали мужика в платье. Проблемс заключался в том, что если этот мужик расскажет о заговоре против доктора Маркуса, то всей Амбрелле, карьере Спенсера, а вместе с ним и Альберту с Уильямом придет конец. Так что с таинственным певцом надо было разобраться и замести все следы.
для чего Биркин собирался подорвать весь исследовательский центр. Что же до Вескера, одетого в форму группы САС, то он отправился в другой особняк, где в этот момент находилась группа Альфа. Они должны были стать подопытными в полевом эксперименте против нового вируса. Как оказалось, Пробиркин был довольно башковитый парень и продолжал исследование Маркуса, в результате чего смог вывести усовершенствованный штамм Т-вируса – G-вирус. К этому моменту Билли уже успели столкнуться с подземными экспериментами доктора Маркуса и добраться до огромного комплекса Амбреллы, расположенного прямо под Ракун-Сити. За это время парочка успела разделиться и опять встретиться, а Ребекка наткнулась на товарища из группы Браво, который как раз шел в особняк к Альфе, и с которым девушка никуда не пошла, Боярский? выбрав накачанного Билли. Но самое главное, герои успели столкнуться и одолеть объект Т-001, первую экспериментальную модель проекта Тиран. Это было самое мощное дерьмо, которое вывел Маркус в ходе своих опытов с Т-вирусом. В конце концов, парочка нашла виновника всей этой хрени. Того, кто выпустил вирус из лаборатории, после чего стали происходить все эти убийства рядом с Ракун-Сити, ну и в поезде тоже. Мужик в платье запустил свое колдунство и на глазах героев превратился в доктора Маркуса. Он поведал, что 10 лет назад не просто пропал, а его убили по приказу Озвала Спенсера. Причем Маркуса сдали его же надежные ученики Вескер и Пробиркин. Затем труп Джеймса сбросили в говняшку под комплексом, однако произошло чудо чудное. В труп влезла королевская пиявка, которую Маркус чем только не обкалывал. Она притащила с собой и распространила вирус по всему телу, и таким образом дед возродился. Ну а дальше мы все знаем: месть, распространение вируса и так далее. Выговорившись, Маркус блюет жижей, после чего превращается в мега-херню, намереваясь убить Билли и Ребекку. Но хрен там плавал. Успокоив деда, герои добираются до подъемника, ведущего на поверхность. Именно в этот момент они слышат оповещение о начале самоуничтожения комплекса. А еще из глубины шахты за ними погнала... Знаете, на самом деле, я заметил одну тему. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но, знаете, вот получается так, что вот все олдовые старые фильмы, Армагеддон, там тот же самый «Пятый элемент». Мне кажется, сейчас посидеть, подумать, их дохера таких. Вы заметили, что раньше был такой тренд, когда вот это Рэмбо, да, «Крепкий орешек», там, знаешь, он всегда вот это вот на последних секундах, он такой выбегает, блядь, и за ним там эпичные взрывы, там просто полпланеты, блядь, взрывается, и он такой бедный, такой, нет, такой, блядь, слоумо. И вода, и на сиськи, да, вот это вот, и титры, блядь. Вот эта вот тема раньше вообще просто была везде и вся. Ну, в этом что-то было, на самом деле. Это неплохо, на самом деле. На самом-то деле, да? Супер-мега-хрень, которой была мутировавшая королева пиявок. Совершенно случайно выяснилось, что вирусу не нравится яркий свет, чем Билли и воспользовались. Они открыли двери наружу, выкрутили яркость на максимум и скинули супер-мега-хрень во взрывающуюся шахту, предварительно прострелив. Исследовательский центр был полностью уничтожен. Ребекка отпускает Билли, заверив, что расскажет всем, что он якобы погиб, а сама она направляется в особняк, чтобы встретиться там с остальными товарищами группы САС. Но это уже совсем другая история. Вопросы у кого есть? Вот как-то так. Пишите комменты, ставьте лукасы, подписывайтесь на телегу. Хочу сказать одну вещь, мое короткое наблюдение. Вот вроде видос идет 15 минут, смотрится очень легко, но вы заметили то, что по-хорошему вот в нулевую часть, да, вот этот вот в приквел, заложено минимум информации. Ну, был ученый, который разработал вирус, его же ученики его хлопнули, потом он восстал, ну, конец, все. То есть это вот, ну, такой вот сюжет-то на самом деле вот такой вот мизерный. Ну, то есть не какой-то там мега, знаете, там огромная идея, там какие-то супер повороты сюжета. Раньше все было намного проще.